А помните, у меня был обзор Minix UX22, я обещал его расстрелять, если они не исправятся. Так вот, они исправились. Они исправились и обломали меня, они не дали мне его расстрелять, к сожалению, или, я не знаю, к не сожалению. Почему? Потому что я люблю конкуренцию, я люблю, когда на рынке есть много хороших устройств. И данный Minix действительно исправил все очередной прошивкой. И прошивка действительно получилась неплохая. Почему? Потому что, там появился root права, там появились у нас автофреймрейт появился, именно который основан на API от Google, плюс у нас есть возможность установить AFRD с root правами, и у нас полноценный автофреймрейт. Это классно. Есть 5.1 звук, но нет HD звука. С HD звуком они еще борются, они его пока не побороли. Wi-Fi модули работают отлично, 5 ГГц Wi-Fi работает больше 300 мегабит на загрузку и 250 на выгрузку, это то, что мы получили в сегодняшнем тесте. 2,4 ГГц Wi-Fi тоже работает в край отменно, 67 на загрузку, 60 на выгрузку. Ну и LAN RJ45, здесь больше 700 мегабит на загрузку, больше 800 на выгрузку. Действительно хороший ТВ-бокс. А знаете, что главное? Главное, что он ни хрена не греется. То есть я его не смог даже в танках нагреть выше 48 градусов. И вот эта архитектура действительно, вот архитектура этого ТВ-бокса действительно отменная в данном случае. И да, я признаю, что я говорил про него плохо, но я говорил это на тот момент. И я не могу показать вам неправду. Я всегда показываю бокс на момент его тестов. Поэтому мы сегодня его рассматриваем и проводим тесты полностью, вот как нового ТВ-бокса. Конечно, мы немножечко не будем аргументировать на игровых возможностях. Мы потом посмотрим его с вами, вернее, сделаем обзор игровых возможностей в отдельном тесте, куда мы, наверное, включим PUBG, что-нибудь еще потяжелее, но на текущий момент я вам советую дождаться резюме. Ссылка на этот ТВ-бокс в описании под видео. Комплектность вы уже видели в нашем оригинальном обзоре, тоже ссылка в описании под видео. Мы ничего не скрываем, мы ничего удалять не будем, мы не будем говорить, что этого обзора не было. Все было, все есть как есть, но действительно на текущий момент это достойный, неплохой ТВ-бокс, хотя им еще работать и работать. Очень жаль, что не получилось красивое видео, как мы его расстреливаем, но я считаю, что получился достаточно неплохой ТВ-бокс. Подписываемся, нажимаем колокольчики, чтобы не пропустить дальнейшие наши честные обзоры, а также, чтобы не пропустить розыгрыши ценных призовых подарков. И на момент съемки этого видео это NVIDIA GeForce RTX 2060 плюс 3 Yugus AM6 Plus. Ссылка на условия лежит в описании под видео. Но если там уже нет этой акции, то есть, скорее всего, другая, не менее интересная и крутая акция. Но сейчас я беру этот Minix U22 XJ и говорю вам хавабанг, ребята. Это же бубльгум. Поехали. Ну, после прошивочки, да, такой Metro UX, как они его называют, миниксовский фирменный лончер. Как мы и говорили, если мы уже делаем обзор как новой приставки, то у нас здесь вверху есть индикатор Wi-Fi, есть индикатор подключения LAN, Bluetooth, есть медиа, это значит, что сюда подключен жесткий диск, да, вы можете его вот нажать и сделать ремонт. Если мы отключим, то медиа, по-моему, пропадает, ну, смотрим. Да, медиа пропадает, при включении медиа появляется. Очень много различных кастомизированных опций, то есть сюда вообще очень удобно, ну это настройка, сюда очень удобно, можно заносить очень много приложений, в каждый из разделов есть меню все приложения, есть меню, куда вот даже App Market, вы сюда можете добавить, допустим, Play Store, можете добавить Aptoide, действительно хороший, удобный себе такой лончер. И есть All Task Killer, проверим, да, он убил мой CPU монитор, то есть это работающий Task Killer, перезапустим CPU монитор, следим за температурой. Вот действительно реализация температуры у них крутая. В AIDA64 мы видим, что это все тот же Minix U22 XJ, платформа Galilei 4/32. У нас есть центральный процессор iMlogic, это S922XJ, Cortex A73 4 ядра по 1,7 ГГц и 4 ядра Cortex A53 по 1,8 ГГц. За отображение отвечает Mali G52. В принципе, ничего здесь у нас с вами, скажем так, нет. Есть доступ к температуре и, в принципе, есть все необходимые кодеки для работы. Если смотреть на результаты Geekbench, то мы видим, что действительно патч производительности процессора сделали. То есть, наконец-то они победили эти провалы в 550 баллов в одноядерном и там почти в 2 раза меньше, чем в мультиядерном. И получился у нас результат 1248 на 3415. Чтобы вы понимали, у Yugus AM6 Pro, ну, примерно такие же результаты, немного больше. То есть там 1265 на 3458. Ну, учитывая какую-то минимальную погрешность, это в принципе одинаковые показатели. В Throttling тесте
видите, тут действительно все хорошо. Дело в том, что Minix действительно сделал хорошее железо. У нас абсолютно зеленый график. Это артефакт, который я связываю с каким-нибудь рекламным баннером, который у нас мог выскочить. Вот, потому что у нас была реклама. И у нас получается максимальная производительность 82844 джипс. Это действительно хорошая производительность. С учетом того, что у него еще и максимальная температура была 58 градусов. Это охренительно. То есть, да, мы подтверждаем, что в тестах она не грелась выше 60 градусов. Да и вы, в принципе, сами сможете наблюдать. Что касаемо сетевых возможностей, то Wi-Fi 5 ГГц у нас после вот этого последнего обновления показал 317 на загрузку, 249 на выгрузку. Это хорошие результаты. Wi-Fi 2.4 показал 67,9 на 86,3. Сразу говорю, что при подключении внешнего жесткого диска у нас есть наводки небольшие. Wi-Fi при подключении жесткого диска 2.4 показал 50 на 57. То же самое происходит Wi-Fi при подключении на Wi-Fi 5 ГГц. Там падение порядка 20-30 мегабит. Тоже наблюдается. И Wi-Fi LAN RJ45 на 1000 мегабит показывает 760 на 865. Это, в принципе, очень хороший показатель для гигабитного LAN-порта в этом самом ТВ-боксе. Если говорить о производительности в синтетике для игр, то это 20 980 баллов Wildstorm Unlimited, максимум Wildstorm Extreme, ну и здесь Slingshot и Slingshot Extreme я бы не смотрел, потому что игр на OpenGL ES 3.1 я, в принципе, пока что нормальных не видел для ТВ-боксов, так уж точно. По поводу root прав, хотя вы здесь видите root права не найдены, поэтому мы с вами идем в настройки. И, кстати, заодно и посмотрим, что же у нас там в настройках изменилось. MCU Settings так у нас и осталось, в принципе, такое себе реализация, кстати. Появилась у нас USB OTG Switch, System Root. Вот у нас выключить, включить его необходимо. Если после перезагрузки он у вас не заработал, то выключили, включили, он заработал. Это, кстати, вот у нас реализация такая себе. Rotation Screen, появились все градусы поворота экрана, но вот, да, вот оно работает. Это хорошо, что оно заработало, наконец-то. Это хорошо. System Bar, у нас можно скрывать или показывать системные вот эти вот панели. Fake HDMI работает, хорошо есть. И пошлите в Minix Settings, что у нас там. При включении Dolby Vision, да, он переводит полностью экран в Dolby Vision. При включении контента Dolby Vision он не работает. То есть это обыкновенный интерфейс в Dolby Vision. Пока что это работает фича только у Yugus AM6 Plus с прошивки 0.3.1. То есть там в некоторых плеерах, то есть в ряде плееров просто-напросто при включении контента Dolby Vision включается, именно не включается, а передает там, режим включен постоянно, он находится режим экрана в SDR, а передает метаданные на телевизор, и телевизор включает уже Dolby Vision в зависимости от того профиля, который мы перекидываем. HDR здесь рабочий. Так, самбо пока что не работает, то есть если мы самбу включим, она, ничего не произойдет. То есть самбу пока допиливают, и headset type, вот это Nokia тип, зачем она нужна, не понимаю. В принципе, root права мы с вами активировали, давайте теперь пойдем еще и проверим, как у нас работает AFRD. О, все, появились root права. Все, у нас root права есть, автофреймрейт у нас работает, но это еще не все. Насчет автофреймрейта, у нас автофреймрейт работает здесь еще и через API Google, а это значит, что он будет работать в таких плеерах, как Vimeo Media Player, например. Вот если мы пойдем сейчас в диагностику, мы увидим, что у нас здесь поддерживаются частоты 60, 50, 30, 25 и 24. Это те частоты, которые поддерживает мой рекордер. То есть, да, это Full HD. Если бы мы подключили к моему телевизору, то здесь были бы и дробные 23976, и все разрешения, которые поддерживает мой телевизор. К сожалению, мой рекордер поддерживает вот только такие частоты и вот такое вот разрешение. То есть автофреймрейт у него срабатывает на 24 Гц. То же самое в Smart YouTube TV, если вы включите, то у вас будет работать автофреймрейт, хотя если есть AFRD, то в принципе можно не заморачиваться. Ну и мы в принципе системные тесты с вами закончили, мы поняли, что приставочка работает, переходим к мультимедиа. С мультимедиа мы начинаем с проверки Miracast. Скринкаст у меня определил Android 5192, сейчас пробует подсоединиться, он видит мой ремоутер ATV3, поехали. Да, заработало, то есть мы с вами можем спокойненько использовать скринкаст. Miracast, скринкаст называется по-разному для трансляции вашего экрана. Отлично. Есть у нас опция Power Menu.
То есть здесь есть функция Sleep, перезапустить, можно сделать скриншот. Ну, в принципе, молодцы. Действительно поработали. Вот я умею признавать, если ребята чего-то там начинают работать, исправлять, и как бы это хорошо, когда есть конкуренция на рынке. Но давайте посмотрим, что нам принесли изменения в мультимедиа. Начнем мы со звука. На стоковом плеере пробуем Dolby Digital Plus. Он как простой Dolby Digital заработал. Подождите, а что, плюса нет, что ли? А, это простой Dolby Beat Harvest. Должен быть Dolby Digital Plus у нас. Да, он есть, он работает. Давайте пробуем Dolby True HD. Ну, насчет Dolby True HD не обещаю вообще. И Dolby True HD у нас транскодируется в Dolby Digital простой. То есть у нас ни DTS HD, ни DTS HD Hi-Res. Я думаю, что, вернее, вот DTS простой есть. 5.1 ядро и DTS HD Hi-Res сейчас проверим. Давайте, поехали. И DTS HD Hi-Res простой, транскодируется в простой DTS. Давайте звук еще попробуем посмотреть, что у нас там покажет Коди. Идем в настройки, системные, эксперты, аудио. И здесь мы с вами тоже не видим Dolby True HD и DTS HD Hi-Res. То есть приставка сейчас не может работать с HD Hi-Res и с Dolby True HD. Кстати, из Dolby True HD на рынке iMlogic процессоров умеет опять же только Югус. Ребята, извините, что я это говорю, но это так и есть. Это что касаемо iMlogic процессоров. По тяжелым роликам. Давайте с вами 240 Mbps 10 бит. Смотрим. Это, кстати, наш ролик. Опа, что такое? Это же 265 кодек. 260. А, не, вот 265 кодек, 240 Mbps 10 бит. Пробуем. И здесь нормально. В принципе, на данном ТВ-боксе вы можете просматривать абсолютно весь контент без ограничений с внешнего жесткого диска. В принципе, сейчас мы это все подтвердим. Запустим Gemini Man на стандартном видеопроигрывателе, для того, чтобы понять, сможет ли он это декодировать. Кстати, он сделал транскодирование Dolby Digital. Ну и фильм заработал на стоковом плеере 4К 60 FPS с внешнего жесткого диска. У меня здесь как бы претензий нет. Если вы видите какие-то мелкие поддергивания, то это разность работы моего рекордера, камеры. И в конечном итоге все срабатывает отлично. Автофреймрейт работает, у меня как бы претензий нет. В данном случае претензий нет. Все, с тестовыми роликами понятно, с тяжелыми фильмами понятно, с аудио понятно. 4К, YouTube 60 FPS. Проиграем наш ролик, который мы снимали, выберем с вами 4К принудительно, обязательно принудительно, и включим диагностическое окно. И мы видим, что это у нас 0 дропов, все идеально работает, 3840 на 2160. Берет у нас сети сейчас Connection Speed 161 мегабит, 173 мегабита. Я считаю, что это отличная работа YouTube 4К 60 FPS. Тут у меня вот даже 282 мегабита, мама родная. YouTube, представляете, какой должен быть для того, чтобы воспроизводить на такой скорости что-либо такое, знаете, интересно. Все, с 4К 60 FPS у нас вопросов нет. А знаете, почему может поддергиваться? У меня 50 Гц установлено на текущий момент. Еще пробуем торренты 4К онлайн. В принципе, у меня как бы уже вопросов нет к мультимедиа. Плохие парни навсегда. Хороший фильм, всем советую. И вот 47 гигабайт, в принципе, стартанем. Добавить и играть, выберем всегда. Пошла загрузочка, выбираем Vimeo Media Player, с помощью его проиграем этот торрент. Он начал проигрываться, ждем пока проиграет стартовый буфер, для того, чтобы было понятно, насколько он тормозит или нет. Хотя с такими сетевыми модулями я не думаю, что здесь будет что-то тормозить. Да, вы знаете, фильм заработал. Нет, у меня с торрентами онлайн, у меня действительно тоже нет претензий. Остаются у нас какие-то игровые возможности, но мы понимаем, что мы запустим одну какую-нибудь игру. Давайте World of Tanks, потому что он максимально нагружает и видеосистему, и систему центрального процессора. Сейчас мы с вами подключим наш геймпад. Заодно и проверим работу Bluetooth устройств. Появился наш GameSear G4S. Провибрировал. В World of Tanks ставим высокие настройки. Единственное, уберем с вами, поставим среднее отображение растительности, уберем качество тумана, поставим сверхнизкое и отключим отображение тени. Так уж ТВ-боксы у нас устроены. И поехали в бой. И вы знаете, действительно неплохо работает. А вот, кстати, знаете, что я обратил внимание? Что даже вот сейчас в World of Tanks у нас температура 48 градусов. Действительно, это очень низкая температура. У нас сейчас F50 FPS, настройки вы видели. Я думаю, что это вкрай неплохо. Они действительно сделали все усилия, приложили для того, чтобы
хоть как-то исправить обстановку, но они хорошо поработали. Я считаю, что поработали неплохо. Input лага практически нет при работе с джойстиком, то есть, вернее, с геймпадом. Геймпад работает отменно. Давайте куда-нибудь стрельнем. Ну, попадем. Ну, как всегда, Акела промахнулся. Ну, слушай, Mozilla World of Tanks в мобильном, по крайней мере. Давай, перезаряжайся, сейчас меня сольют. Ребята, я уже в принципе готов прорезюмировать данную приставку, данный апдейт и вообще ее рассматривать как, именно рассматривать это видео как полноценный обзор данного устройства. Что ж, мы достаточно увидели, переходим. Резюме мы рекомендуем. Да, мы рекомендуем Minix UX 22 XJ. Да, им еще работать и работать. Да, он дороже, чем другие боксы. Я вам честно скажу, если брать его возможности сейчас и соотношение цены и качества, то я бы вообще смотрел на Yugus AM6 Plus. Во-первых, Yugus AM6 Plus 2.2 процессор. Во-вторых, в Yugus AM6 Plus есть и Dolby Atmos, и True HD, и DTS HD Hi-Res в режиме Pass-Through. Плюс в Yugus AM6 Plus работает на текущий момент и Samba, и CIFS клиент, и плюс есть NFS клиент. И там все это намного красочнее. Да, мало того, еще из прошивки 0.3.1 там работает Dolby Vision в плане того, что Dolby Vision включен, изображение в SDR, а при проигрывании Dolby Vision контента он пробрасывает метаданные на телевизор, который включает именно сам по себе режим Dolby Vision. Вот как-то так там реализовано. Здесь это пока не реализовано, но мы в любом случае все равно даем теперь шанс Minix UX 22 XJ, и мы его рекомендуем к приобретению. Конечно, не по такой цене хотелось бы, но я думаю, что он подешевеет. Ну а в целом, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.